Здравствуйте, друзья! С вами Геоэнергетика Инфо и Максим Радайкин. И Борис Марцинкевич. Добрый день. Борис, вот часто наши подписчики спрашивают, а что это ты в свитере? Так что давай все-таки поговорим о чем-то подходящем по антуражу про наш север. Россия объективно возвращается на север с освоениями и добычи ресурсов, и транспортировки. И по поручению президента мы должны увеличить объемы поставок грузов по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн. Насколько это вообще реалистично и что мы там, собственно, поставляем, кроме СПГ? На минуточку, Россия один из крупнейших поставщиков СПГ в мире. И что вообще у нас на севере творится? Так, давай по порядку. Действительно, если в первых числах февраля разговаривать о Северном морском пути, то да, свитер мой совершенно уместен. Если говорить о тех заданиях, о том поручении или о том желании президента Российской Федерации Владимира Путина нарастить грузооборот по Северному морскому пути к 2024 году до 80 миллионов тонн, сложно сказать, удастся это сделать или нет, потому что на день сегодняшний, да, действительно, основные грузы в акватории Северного морского пути – это нефть, это сжиженный природный газ, который производится на заводе Ямал-СПГ. Это грузы, которые идут по северному завозу на нашей арктической территории. Это грузы Министерства обороны, которых меньше не становится, потому что по ту сторону Северного Ледовитого океана у нас расположен наиболее вероятный противник, очень большой любитель демократии и так далее, и так далее. Но удастся ли дойти до тех объемов, которые затребованы, сказать сложно. Вообще ожидалось, что в 2020 году из-за влияния ковида грузооборот по Северному морскому пути уменьшится, но этого не произошло. Он не только увеличился, он превзошел плановые показатели. Если сравнивать с временами Советского Союза, то рекордный грузооборот составил 7 миллионов тонн. По итогам 2020 года превысил 31 миллион тонн. То есть 4,5 раза, грубо говоря. О Северном морском пути говорят как о главной составляющей Северного морского транзитного коридора. То есть то, о чем любят рассуждать, от японского порта Якогама до Роттердама. Вот центральная часть – это Северный морской путь. И рассуждают об этом как о потенциальном конкуренте Суэцкого канала. Об этом, конечно, можно говорить и даже шапками закидывать, но вот Росатом, когда подводил итоги, а у нас именно Росатом стал федеральным оператором развития Северного морского пути и всего, что с ним связано, прибрежных территорий, прибрежных портов и прочего, уверенным голосом сообщил, что в 2020 году транзитных грузов стало в 2 раза больше. Все этому порадовались. Но этому можно радоваться до той поры, пока не дойдешь до абсолютных цифр. В 2019 году транзитом по Северному морскому пути было поставлено 600 тысяч тонн, соответственно, в 2020 1,2 миллиона. О том, когда мы сможем конкурировать за счет Северного морского пути с Суэцким каналом, рассуждать можно долго. Средний грузооборот Суэцкого канала 1 миллиард тонн в год. Поэтому перспектива дальняя, но она светлая. На самом деле увеличение транзитных грузов зависит от того, как будет работать Росатом и как будут работать те министерства и ведомства российского правительства, которые отвечают за развитие арктической зоны. Росатом не может отвечать за то, что происходит на суше. В акватории мы работаем, с портами мы работаем. И те пробные рейсы, транзитные рейсы, которые проводили такие компании, как Маерск, китайские заказчики были, приводят к тому, что появляется новый пакет требований, которые необходимы, исходя из которых Росатом разработал программу развития Северного морского пути. Она достаточно большая, она очень серьезная. Для ее реализации строится атомные ледоколы нового поколения проекта ЛК-60 или 222-20, как угодно. Арктика первый уже принят в эксплуатацию. Еще 4 на стапелях Балтийского завода.
подписан договор о строительстве атомного ледокола ЛК-120, то есть в 2 раза более мощного, тот, который сможет проходить ледовые поля толщиной до 5 метров на судостроительном комплексе «Звезда» на Дальнем Востоке. Но есть требования, вдоль этой трассы должны иметь возможность появляться спасательные суда, аварийно-спасательные суда, пожароспасательные суда. Таковы требования морского регистра. А у нас между опорными портами на Северного морского пути по несколько тысяч километров. Этого маловато, прямо скажем. То есть для нас важно вернуться так, чтобы это было экономически оправдано в те порты, в те прибрежные пункты, которые действовали в советские времена. Таких опорных пунктов в акватории Северного морского пути было 71 штука, чтобы мало никому не было. Поэтому можно ли опираться только на добычные проекты, связанные исключительно с природным газом, с нефтью? В конце минувшего года, опять же, президент дал распоряжение о том, что необходимо подготовить новые проекты, прежде всего на Ямале, где общие объемы доказанные природного газа сейчас составляют 27 триллионов кубометров. Но пока эта программа не готова, будем посмотреть. Заинтересованы, разумеется, ряд крупных компаний. И даже такая компания, как Сибур, которая думала, что она не заинтересована, поскольку у нее добычных проектов собственных на Ямале нет, неожиданно поняла, что она тоже заинтересована, что она готова войти партнером к тем компаниям, которые имеют лицензии на добычу. Но как-то в стороне от всех этих перипетий, от всех этих разговоров остается в стороне черный король подземного мира, уголь, о котором так много говорили большевики и продолжают говорить. На самом деле, несмотря на все пессимистические прогнозы о том, что Европа отказывается от использования угля, и в связи с этим все будет плохо, еще в доковидное время, в 2019 году, Международное энергетическое агентство, давало свой прогноз, тоже такой очень грустный, о том, что объем спроса на уголь будет расти чрезвычайно медленно, стагнация, не будет превышать 1% в год. Все звучит очень оптимистично, если не помнить, что за год мировой объем добычи угля составляет 1,3 миллиарда тонн, уголь в тоннах. Так что 1% это 13 миллионов тонн. Не все так грустно. 2020 год, да, был грустный, значительно упали цены сначала на нефть, затем на газ, затем, соответственно, на уголь. Все в одну цепочку выстраивается. Но, тем не менее, зима покажет, кто где мерз. Вырос спрос на европейском рынке на 23%, цена при этом поднялась на 20%, так что не все так пессимистично. И все разговоры о том, что необходимо переходить только на возобновляемые источники энергии, читаем как солнечные панели и ветряные электростанции, он хорош там, где у государств много денег, и они готовы субсидировать строительство солнечных панелей, ветряных турбин и прочего. Есть масса стран на этой планете, глобус не заканчивается на Европе и США, там есть еще несколько материков. Вот там платежеспособный спрос населения совсем другой, зато совершенно другой объем спроса на электроэнергию. Электроэнергия нужна всем, ее должно быть много, и она должна быть максимально дешевой. Совершенно верно. Если мы касаемся такого материка, как Африка, то там 700 миллионов человек вообще не знают, что такое электричество, или имеют к электроэнергии крайне ограниченный доступ. По времени работают гидроэлектростанции, или в этом году у нас засуха, поэтому извините. Так что не все так пессимистично. Это для начала. Для продолжения, уголь – это общее понятие, уголь бывает разный. Он не только бывает каменный и энергетических сортов, он еще подразделяется на коксующийся, тот, который является сырьем для всей сталелитейной промышленности. И позволю себе напомнить, что в 2020 году, после очередного обострения пограничного конфликта между Индией и Китаем, Индия
направила в адрес России запрос о том, что она готова отказаться от китайского коксующегося угля в том случае, если Россия предложит свой. Запрос небольшой, 46 миллионов тонн коксующегося угля в год. На всякий случай напомню, что по итогам 2019 года общий объем добычи коксующегося угля на территории России составлял 54 миллиона тонн. То есть, если мы хотим удовлетворить запрос Индии, нам надо его просто удвоить. Что касается соотношения цен, то цена на коксующийся уголь в среднем в 2,2 раза выше, чем на уголь энергетических сортов. Там значительно меньше волатильность. Если энергетические сорта угля идут только на выработку электрической энергии, тепловой энергии, то коксующийся уголь – это сталелитейная промышленность. Этому миру по-прежнему нужен сталь и чугун. Поэтому спрос там более стабилен, таких резких колебаний в объемах, спроса в ценах нет. И на самом деле, если мы говорим о том, что у угольной промышленности России должно оставаться будущее и перспектива на него, необходимо бороться за коксующийся уголь. Он выдерживает даже тарифы российской железной дороги, а если есть возможность найти месторождение поближе к морскому побережью, то совсем хорошо. Это теоретическое введение, практическое. У нас есть замечательное южное побережье Северного Ледовитого океана, доступ к которому открыт для новых атомных ледоколов серии ЛК-60, потому что они двухосадочные, они могут работать как в морской части Северного морского пути, так и заходить в великие сибирские реки, в Обь, Енисей и в Лену. Сбрасывается балласт, атомный ледокол приподнимается над водой, то есть расстояние до дна становится повыше и спокойно идет. А теперь, раз мы говорим о теплых местах, то, конечно же, надо говорить о Таймыре. Таймыр – это такой полуостров с плотностью населения достаточно серьезной, 0,3 человека на квадратный километр, или на каждого человека по 3,3 квадратного километра. Мне кажется, там плотность медведей будет больше. Если в песцах считать, то точно проиграем. Связано это не только с особенностями климата. Там, в принципе, обычно климатологи средними цифрами оперируют. Вот средняя температура там составляет минус 11 градусов. Средняя температура января, которую мы только что пережили, минус 48,1 градуса. Зато рекордная отметка по теплу в августе месяце была зафиксирована 26,9 градуса. То есть, на самом деле, коренные малые народы севера, КМНС аббревиатура, там живут, чувствуют себя достаточно уверенно, просто их мало. А Таймыр большой. Таймыр большой, но тем не менее он используется. Это Енисей, это порт Дудинка, порт, который обслуживает город Норильск и комбинат Норильский никель. Он судоходный. Норильский никель в свое время пользовался услугами Атомфлота, но после того, как выяснилось, что все тот же Балтийский судостроительный завод вполне способен строить сухогрузы арктического ледового класса Арк-6, Норильский никель не пользуется услугами в акватории Енисея, он совершенно спокойно проходит. И одно время именно грузы норильского никеля были основой грузооборота Северного морского пути, сейчас ситуация изменилась. Так вот, еще в советские времена, неподалеку от того места, где в Енисей впадает речка с чудным названием Сыродосай, было открыто месторождение каменного угля. Так называется, Сыродосайское. Выговаривается легко, раза с пятого. Запасы там достаточно значительные, 5,69 миллиарда тонн. Уголь коксующийся, жирных марок, то есть, в принципе, он тот самый, на который спрос на который имеет Индия. Одно время этот проект взялся развивать сам Норильский никель, но потом там произошла смена настроения, обнаружилось, что и гидроэлектростанции у нас имеются свои, и газовые месторождения у нас имеются свои. Расширять виды бизнеса на то, чтобы заниматься углем, не очень правильно. И на день сегодняшний лицензии на Сыродосайское месторождение владеет международная компания АЭОН.
руководителем которой является Роман Троценко. Это наш московский миллиардер, который понял, что ему тоже хочется на север. Север вообще затягивает многих. Летом 2020 года госэкспертиза одобрила проект. На самом деле месторождение достаточно большое по площади. Начинать они собираются с юго-западного участка, где будет оборудоваться разрез. Добыча будет вестись открытым способом. Население по этому поводу возмущаться не стало в связи с тем, что его там нет. Очень сложно было провести общественное слушание оценки воздействия на окружающую среду ввиду отсутствия общественности. Придется построить город, завести свое население, прописать его там. А потом еще раз пообсуждать. На самом деле по площади это достаточно крупное месторождение. Начинать будут развивать добычу на нем с юго-западного участка. Проект получил одобрение летом прошлого года в госэкспертизе по плану строительства глубоководного порта. Для того, чтобы сухогрузы могли туда подходить, необходимо иметь глубину 15,5 метров. Это запроектировано, это будет строиться. Еще одна причина, почему добыча каменного угля выгоднее, чем добыча энергетического, это что касается занятости. Потому что обогащению подвергается порядка 30% добываемого энергетического угля, а что касается коксующегося – 100%. Поэтому, кроме разреза, там планируется строительство горно-обогатительного комбината или горно-обогатительной фабрики, это уж как назовут. Соответственно, мы ждем, каким образом корпорация АЭОН будет решать вопрос с энергетической обеспеченностью, будут ли они жечь ими же добываемый, их же специалистами добываемый уголь, или они решат как-то иначе. Посмотрим. 26 января Роман Троценко объявил о том, что процесс начался. На место работы прибыли первые 600 человек, завезено 200 единиц техники. Понятно, что кроме обогатительной фабрики и временного поселка, вахтового поселка, необходимы склады, необходимы очистные сооружения. Северная природа хрупка. Если кто-то думает, что там пострадает некий северный лес, спешу утешить, кроме мха, в районе впадения Сыродосая в Енисей нет ничего. Зато мха много, несколько сортов. На выбор. На выбор. Но, тем не менее, экологические требования выросли, и корпорация АЭОН намерена их выполнять. По словам Романа Троценко, время реализации первой очереди Сыродосайского месторождения, то есть разрез, горно-обогатительная фабрика, все необходимая инфраструктура для этого, склады ГСМ, помещения для техники и так далее, 24 месяца. То есть процесс пошел. Можно рассчитывать на то, что если Роман Троценко не ошибся в своих расчетах, в 2023 году первый уголь Сыродосайского месторождения отправится в плавание по морскому пути, а мы будем ждать на самом деле не только того, кто станет партнером, кто будет заказывать уголь Сыродосайского месторождения, но и на то, как корпорация АЭОН будет обеспечивать его транспортировку. Потому что сухогрузы ледового класса АРК-6 – это, в принципе, вещь штучная. Это умеют делать в городе Санкт-Петербурге. Будет ли корпорация АЭОН фрахтовать чужие корабли или будет строить свои, дав дополнительную нагрузку для российского судостроения, посмотрим. Как у него будут выглядеть отношения с Атомфлота, опять посмотрим. Глубоководный порт в русле Енисея – это, конечно, хорошо, но с вероятностью 99,99 понадобятся и портовые ледоколы, потому что короток период, когда на Енисее нет льда. Что касается продолжения, то в планах корпорации АЭОН вторая очередь, центральная часть месторождения и северная часть месторождения, с тем, чтобы объем добычи довести до 12,6 миллиона тонн в год.
Это не только увеличит загрузку для Северного морского пути, по предварительным оценкам руководства Красноярского края. Таймыр – это часть моего родного Красноярского края. Там будет создано не менее 1000 рабочих мест непосредственно на самом месторождении. Если будет необходимость обслуживать порт, то количество рабочих мест будет выше. И кроме того, Роман Троценко подозревает, что рано или поздно ему придется строить еще и аэропорт. Потому что все-таки доставка, если будет вахтовый метод работы, то каким-то образом доставлять надо будет. Самолетом все-таки это как-то... Либо вертолетом, либо он будет смотреть на то, как будет идти проект «Восток-Ойл», потому что мимо Сыродосайского месторождения должны пройти нефтяные магистрали от месторождений, расположенных южнее. Сыродосай, чтобы было понятно, он географически между Диксоном и Дудинкой. То есть порядка 200 километров остается до Диксона. Дудинка южнее 120 километров, но именно там должен пройти по замыслу авторов проекта «Восток-Ойл» магистральный нефтепровод, который тоже необходимо будет обеспечивать электрической энергией. И не исключено, что две компании, Роснефть и, соответственно, АЭОН, найдут общий язык и придумают, как это сделать правильно, чтобы получить какой-то синергетический эффект. Что касается вахтового поселка или временного поселка, то вот кто имеет возможность дотянуться до калькулятора, давайте попробуем посчитать. Грубо говоря, запасы Сыродосайского месторождения составляют 6 миллиардов тонн. Даже в том случае, если проект корпорации АЭОН выйдет на полную мощность, 12 миллионов тонн угля в год, то пройдет всего 500 лет, и уголь закончится. Так что, надо уложиться. Вот для меня большой вопрос. Поселок должен быть вахтовым, или речь идет о том, что настала пора, когда на Таймыре надо строить новый поселок городского типа, во всяком случае, какой-то новый населенный пункт, современный. И было бы просто здорово, если бы по всем нашим проектам освоения Арктики или возвращения в Арктику присоединились и те, кто отвечает за градостроительство. Потому что на самом деле для архитекторов, для специалистов по эргономике построить город, которому предстоит жить, пусть не город, пусть поселок, которому предстоит жить достаточно долго в условиях полярной ночи, вечной мерзлоты и прочего, это интересная задача. Я уверен, что в России есть кому к этому подключиться, был бы заказ. Это было бы в любом случае интересно, потому что в России новых городов давно уже не строили. И это другие уже технологии, другое время. Да, господи, мы под землей можем укопаться и полностью закрыто. Это уже... Нет, на самом деле Россия что-то строит. Я напомню, что вот Усть-Луга, где начинается Северный поток-2, это сельские поселения общей численностью 3500 человек, до того, как было решено строить порт. Сейчас в этом порту идет перевалка нефтепродуктов, заканчивается проект по перевалке угля, по перевалке минеральных удобрений. То есть, вероятнее всего, в Усть-Луге будет расти город, там строятся уже жилые кварталы, население там будет от 15 до 20 тысяч, в зависимости от того, удастся реализовать «Газпрому» проект химического кластера. Там на одной площадке должен возникнуть, напомню, завод по сжижению природного газа, газоперерабатывающий завод, газоперерабатывающий комбинат, плюс отгрузка сжиженных углеводородных газов, считаем как пропан-бутан, не только для Европы, но и для потребителей в Ленинградской области, в близлежащей Псковской, то есть там будет расти. Напомню, что, допустим, «Газпром» в городе Свободном строит газоперерабатывающий завод, и Сибур уже начал строительство газоперерабатывающего комбината, то есть более углубленная переработка. В городе Свободном до того, как все это началось, жило 30 тысяч человек. А сейчас «Газпром» считает, что на самом заводе и на тех предприятиях, которые будут с ним связаны, что-то будет отдано на аутсорсинг, но будет работать поставки гелия к побережью Тихого океана и так далее, и так далее. В общей сложности появится 7 тысяч новых рабочих мест. При этом «Газпром» уверен, что вахтовый метод ему не подходит. Строится городок для 7 тысяч семей. Во что превратится город Свободный, можно только догадываться. Роснефть, которая работает в Большом Камне, тоже строит новые жилые кварталы. Причем не так, как их строят девелоперы, а так, как положено людям, которые пришли всерьез и надолго, со школами, больницами, предприятиями соцкультбыта и так далее, и так далее.
Ну, в поселке Сабетта, где сейчас постоянно меняющееся население, тем не менее, составляет 6 тысяч человек, вахта в связи с противоэпидемическими мерами увеличена с месяца до 2, ну, люди постоянно меняются, но 5 тысяч человек там есть всегда. До того там был поселок Сабетта, там было чуть меньше постоянное население, 35 человек, сейчас стало чуть больше, без тысяч, просто 35 человек. Если удачно пойдет проект месторождения Средосай, если корпорация ООН найдет себе долгосрочные контракты на поставку угля Средосая, будем смотреть, что будет происходить там. Кроме того, есть еще одна новость, не связанная с энергетикой, связанная с работой наших судов, которые помогают разобраться с наследством, которое оставил ушедший из жизни Дмитрий Босов, владелец компании «Сибирский антрацит» и целого ряда аффилированных компаний. Отдельному подразделению «Арктический уголь» принадлежала лицензия на ведение разведки и промышленной добычи на углях Таймыра, Южно-Лемберское, Нижне-Лемберское месторождение угля. По советским временам там была дана оценка, что это месторождение содержит порядка 70 миллионов тонн запаса угля, но угля очень специфического, для которого были вынуждены ввести отдельную строку в классификации арктический карбон. Он по своему качеству, по теплотворности, по отсутствию золы, по массе показателей превосходит вообще все, что было известно до этого. Вроде бы, пока это еще не точно, потому что всегда есть возможность подать апелляцию и так далее, все акции Арктической горнорудной компании, так она, по-моему, называлась, будут сконцентрированы в руках корпорации АЭОН. То есть того же Романа Троценко, который решил прийти в Таймыр, судя по тому, что он занимается концентрацией акций, так скажем, диксоновских углей в своих руках, видимо, он решил прийти всерьез надолго. Значит, не только нефтью и газом единым будет жить российская Арктика, не только нефть и газ будут двигаться по Северному морскому пути. Уголь – это всерьез и надолго. А что касается месторождения Лемберского, там сейчас сквозная на все прилагательные, Южно-Лемберская, Северная и прочее, вот просто Лемберская, то по уверениям специалистов Арктической горнорудной компании, вот на тот момент, когда Босов был жив и благополучно работал, они оценивают это месторождение в 7 миллиардов тонн угля. В том проекте, который был на сайте этой компании, сейчас, правда, все исчезло, было и строительство узкоколейной железной дороги, потому что месторождение начинается впритык к морскому побережью и уходит дальше на восток. Сначала разрабатываем здесь, потом, ну и так далее. Посмотрим, чем закончится ситуация вокруг диксоновского угля, но если информация, которая была, соответствует действительности, это значит, что в Диксоне возникнет как минимум 2 порта. Один глубоководный нефтеналивной для проекта «Восток-Ойл» и как минимум еще один для таймырского угля. Так что не исключено, что для Таймыра начинается совершенно новая эпоха, там появятся люди, там будет множество судов, там будут работать электростанции и так далее, и так далее. Но это не только ты перестанешь меня подкалывать по поводу моего свитера. Холодно, я люблю ходить в куртке нараспашку. Ничего не могу сделать. Да, только эта перспектива не только для Севера, это перспектива для всей России. Это строительство новых судов, новая логистика, это просто тысячи новых сотрудников, которые нужны на сталелитейных, на инженерных предприятиях. То есть это новые границы для всей России. Ну, у угольной отрасли так называемый мультипликативный эффект, то есть одно рабочее место тянет за собой создание 7,8 рабочих мест в смежных областях. Но это в том случае, если речь идет о месторождениях, которые разрабатываются в глубине. То есть там, где нет потребности в новых судах, ледоколах и так далее, и так далее. Да, тут еще больше получается. Тут коэффициент будет, наверное, значительно более просто серьезный. Мы с тобой часто говорим про нефть, газ,
проще, люди в комментариях спрашивают, а мне, трудовому человеку, что это даст? Это дает просто в реальном секторе экономики места. К сожалению, менеджеры, экономисты, там, бухгалтера, это вот как-то вот бочком-бочком. А вот реально рабочие люди, это кто работает на производстве, для них это новый спрос, это новые деньги, это это перспектива. Это стабильные места для сталелитейной промышленности, для судостроительной, для инженеров, которые разрабатывают проекты новых судов, для двигателестроения и целый ряд других. Одно за другим. Вообще-то, на самом деле, ты вкусно говорил, что у меня есть желание вот как-нибудь выбрать время и записать передачу номер 0. Мне хочется взять и рассказать, что такое проект «Геоэнергетика», для чего он задуман и что мы собираемся делать в дальнейшем. Если ты мне дашь вот такую возможность. Обязательно. Господа, если поддерживаете, пишите комментарий и посмотрим, сколько их набежит. И если вот больше 500 комментариев соберем, вот запилим обязательно. Так что от вас все зависит. Подписывайтесь, просматривайте, прослушивайте, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании к каналу. Там будем запускать что-нибудь интересное, интерактивное, с опросиками. Посмотрим, разберемся. До новых встреч. Всем спасибо за внимание.